Asalet var uzun, o da zalet yaşar. Safsalet iki türlü var abi. Bir tanesi şurada daha asalet bir yapıyor. Bu böyle gösteriyor. Çiftlik sahiplerinin olanlar var. Ondan sonra. Ya şu şeydi mi? Dubai mi? Ha, yemez, yemez. Yer. Ne kadar onlar? Появилось 2 новых пакетика. Я человек, который безумно любит новую посуду. Вчера мы на распродаже купили классные тарелки фирмы Мудо. Очень нравится этот бренд. У них как одежда классная, так и утварь для кухни чудесная. Вот, мы купили 3 вида тарелок. Очень удобной формы. Очень удобной формы. За сколько ничего не слышно. Так. Начнем с больших. Вот такие тарелки. Они, вы знаете, такой формы для боулов идеально. Для меня это самая любимая форма тарелок, потому что очень удобно здесь сервировать боулы, салаты, какие-то вещи с соусами, чтобы ничего не вытекало. В общем, вот это углубление дает очень много вариативности для создания каких-то вкусных блюд и подачи их. Так что вот эти тарелки очень удобные. И купили такие же, только поменьше. Вот они, посмотрите, во-первых, расцветка очень красивая, классическая такая, которая подо все подойдет. У нас есть очень похожие плоские тарелки. Это идеально для десертов, для йогуртов, например, с ягодками подавать, творог, может быть, мини-салаты, мини-закуски, сервировать какие-то, там, например, оливки, овощи, вяленые томаты, что-то такое на стол. Тоже красиво очень смотрится. И взяли из этой же серии, но плоские, вот такие лодочки. Это уже не персональная тарелка, это тарелка уже в стол. То есть на ней классно подавать тоже какие-то закуски. Сырные нарезки, колбаски, оливки и т.д. и т.п. В общем, ну вот и сами маленькие тарелочки, о которых я говорила, якобы они десертные, но под салат они тоже отлично подходят. Вот здесь овощной салат с креветками и яйцом, с кунжутом. На тренировку. Воскресенье, 15 февраля, время 12. В Стамбуле тишина. Самое тихое время в Стамбуле — это воскресенье утро, потому что это единственный выходной официальный, все отдыхают. А я спешу на тренировку. Сегодня у меня пилатес. Я вышла на улицу и обалдела, какая сегодня жара. Вот видите, как солнце светит. Посмотрела, а на улице 21 градус. Это же лето. Вот это скачки. Не мудрено, что у некоторых давление прыгает, скачет. Вот, потому что сегодня жара, а завтра опять прохладно и дождь. Потом дождь, потом опять тепло, потом опять дождь. И так до бесконечности. Я поднималась в горку вот в такую, поэтому запыханная. Вышла из тренажерки другим человеком. Пришла сонная, с высоким давлением, и потихоньку прозанималась 1,5 часа и вышла другим человеком. Давление стабилизировалось, много энергии, чувствую себя прекрасно.
Не знаю, как это так выходит, но спорт реально творит чудеса. Я сняла процесс, но готовила сегодня шницель а-ля миланеза немножко. Почему немножко? Потому что сделала вот такой соус, сальсу. Сбоку положила ее. Здесь руккола, вяленые томаты, каперсы, бальзамический уксус и сверху пармезанчик. Очень аппетитное блюдо. Пойду быстрее подавать, пока горячее. Будем пробовать. Сегодня у моего любимого супруга день рождения. А любимый десерт у него тирамису. Я сегодня сделала его вот в таком интересном виде. Украсила клубникой и выложила печенье савойярди по кругу, чтобы было ощущение, что это торт. Мне кажется, вышло отлично. Горячее у меня будет лазанья, которую я сейчас готовлю, позже покажу. Дело к вечеру. Подготовка к празднику полным ходом. В целом все готово практически. Здесь я сделала тартар из свежего лосося с добавлением соевого соуса и авокадо. Это будет закуска. В духовке уже стоит лазанья. Тартар. Здесь у меня закуска с грибами. И свекольный салат с соленым сыром и кедровыми орешками. Сейчас еще сделаю нарезочку сыров и мясную. И этого достаточно для нас троих. У меня осталось вот таких маленьких 5 бананчиков, которые почернели. И, конечно, из них надо что-то сделать, спасать, в общем так. Иногда я делаю панкейки из этих бананов темных, добавляю в разную выпечку. Но сегодня я решила сделать такое легкое, простое печенье. ПП, абсолютно без сахара, без муки, без ничего. Мы будем использовать темные бананы, кокосовую стружку и кунжут. Бананы очистим. Далее я их раздавлю толкушкой для пюре. Но вы можете использовать обычную вилку и давить вилкой. Но толкушкой это делать гораздо быстрее и удобнее. Далее я добавлю кунжут. Четкие пропорции и описание я оставлю в описании к видео. Я лично делаю на глаз. Но все-таки, когда вы готовите первый раз что-то, вам нужно иметь рецепт. Далее я добавлю кокосовую стружку. В основном рецепте здесь кокосовой стружки нет. Но в этот раз я решила добавить, потому что мне кажется, это отличное сочетание. Далее я добавлю немного корицы. И тщательно все вымешаю силиконовой лопаточкой. Также в этот раз я хочу добавить кокосовое масло, потому что жир в печенье очень штука полезная. А кокосовое масло будет напоминать нам о экзотических странах. Привкус его в сочетании с кунжутом и кокосом тем более. В общем, это такой немножко пряный, даже, наверное, индийский привкус будет. Либо Юго-Восточной Азии вкус. Напоминающий, знаете, наверное, тайские эти блинчики, которые они пекут на улицах. И тщательно вымешиваем масло. Оно от температуры будет более теплое сейчас и быстро подтает. Если мы растопим его на плите, и оно будет горячим, тогда оно может немножко сделать наше тесто жидковатым, что, конечно, нам не очень нужно. Сейчас посмотрим по консистенции. Главное, чтобы было удобно формировать это печенье. Также я добавлю хлопья соли для вкуса. Это будет очень классное сочетание.
И вымешиваю руками. Я хочу понять, какая консистенция. Сделать это можно только промешав вручную массу. И за счет руки и его тепла кокосовое масло быстрее гораздо растает. Консистенция хорошая, достаточно липкая, поэтому печенье будет формироваться достаточно легко. Так, ну что, время формировать печенье. Я заранее поставила прогреваться духовой шкаф. Сейчас буду формировать сами печенье. Можно делать вот здесь углубление и добавлять туда растопленный шоколад. Я делала так в прошлый раз. Вот этот я раз просто сделаю круглой овальной формы. И, может быть, я просто полью шоколадом, а может и нет. В общем, это вовсе не обязательно. Печенье буду выпекать где-то 20 минут при 180 градусах. Печенье готово. Вот так оно выглядит. Очень аппетитно. Можно оставить в таком виде, но можно продолжить и полить шоколадом. Здесь у меня смесь разного шоколада, остатки какие-то. В общем, чтобы было безотходное производство, я решила их растопить и полить. Вкусное печенье. Ну что, шоколад готов. Широкими мазками и очень аккуратно. Они очень нежные, вкусные. В них абсолютно нет сахара, муки. И темный шоколад дают немножко сладости, горечь. Классное сочетание. Обязательно приготовьте это печенье. Кто это? Коровы такой. Коровки, да. Масенький. Доброе утро, страна. Доброе утро, друзья. Доброе утро, дорогие. Хочу показать, сегодня делаю запеканку. Она так хорошо поднялась. Здесь использовала творог или творожный плотный сыр, 3 яйца, 2 банана, немножко кокосовое масло. В общем, напишу я в описании рецепт. Получается отличный. И сегодня у меня также омлет, внутри сыр. И домашний
мармелад из персиков, которым мы запаслись на зиму.